Привет, рад вам представить новинку от компании Blackview, первую версию в своем роде от Blackview. ТВС-гарнитуру Airbuds 1. Уже на данный момент есть и версия Airbuds 2, и чуть позже мы о ней поговорим. В нашем же случае будем полностью знакомиться с этой новинкой, и я с радостью поделюсь отзывом о этих наушниках, ведь они действительно гораздо лучше, чем какие-то ноунеймы. И поверьте, я знаю, о чем говорю, потому что мы уже сделали около 100 обзоров на разные наушники и целый плейлист здесь в подсказках. Итак, начинаем наш обзор. На момент обзора эти наушники стоят $23.99. В продаже доступна только черная версия. Приходит эта ТВС-гарнитура в белой упаковке с изображением самих наушников, ну а на обратной стороне указаны характеристики. Чуть позже мы об этом поговорим, а пока давайте заглянем внутрь. Помимо кейса с наушниками, внутри находится конверт, в комплекте идет инструкция на русском языке. Как подключить, как управлять сенсорной панелью, что означает каждый цвет индикатора, а также меры предосторожности. Я обратил внимание, что продавец на своей странице AliExpress заявил, что они поддерживают влагозащиту IPX4. Но вот, внимание, здесь написано, чего нельзя делать. Избегайте использования устройства под дождем и держите подальше от источников нагревания. Избегайте под дождем. Видимо, продавец хотел сказать, что во время тренировок не стоит бояться попадания пота, капелек пота на эту гарнитуру. Но вот от дождя нужно поберечь их. В этом отсеке находился кейс. Наушники были внутри кейса, когда получаем. Мощный USB кабель для зарядки USB Type-C и два сменных комплекта Embouchure. Это у нас большие и маленькие, средние, одеты на сами наушники. Эти насадки слегка прозрачные, но основной их цвет это черный. Кейс полностью выполнен из матового пластика. Спереди находится логотип и с обратной стороны гнездо для зарядки USB Type-C. Чуть ниже отверстия для открытия располагается 4 отверстия, за которыми спрятаны 4 индикатора. Когда мы открываем крышку, то они засвечиваются, тем самым оповещая о количестве оставшегося заряда внутри кейса. В данном случае мигал 1, значит уже практически разряжен. Максимальное открытие у крышки вот такое. Этого достаточно, чтобы извлечь гарнитуру. И, как вы видите, она сама не закрывается. Ей нужно помогать. При доведении ее до самого конца она захлопывается. И сама она тоже не открывается. Когда мы открываем, то у нас активируется каждый наушник и готов уже соединиться с нашим устройством. Если индикаторы мигают красным и синим, это значит, что он готов сопрячься с каким-то новым гаджетом. Вот как сейчас. Форма у кейса с закругленными краями на первый взгляд, кажется, ничем не отличается от других девайсов похожих брендов. Но чем больше я рассматривал их, я понимал, что у них индивидуальный дизайн. Особенно это заметно по гарнитуре, потому что у каждой гарнитуры сенсорная панель имеет вот такие вот продольные полосы сверху над индикатором. И это придает стиля. Часть гарнитуры выполнена из глянца, ну а часть, которая ближе к телу, и сенсорная панель из матового пластика. На каждой гарнитуре есть отметка, где левый, а где правый, и 3 контакта. Если присмотреться, то это у нас индикатор, а сразу под ним находится отверстие микрофона. Внутри звукового канала находится металлическая сетка. У кейса в крышке есть углубление для гарнитуры. Внутри, где вкладывается гарнитура, здесь все из глянца и 3 контакта для зарядки. Теперь давайте поговорим о характеристике как кейса, так и наушников. В кейс встроен аккумулятор на 390 мА, чего должно хватить на 5-6 зарядов. Кейс заряжается около 2 часов. Теперь характеристики гарнитуры. В каждый наушник встроен аккумулятор 50 мА. Время зарядки наушников около 2 часов. Я вам дальше поделюсь тестами, сколько в режиме моно и в режиме стерео. Я их тестировал на 80% громкости и поделюсь своими тестами. Но в инструкции производитель заявляет, что они должны воспроизводить музыку около 5 часов. Версия Bluetooth 5.0, и в каждый наушник встроен 8-миллиметровый большой динамик, что передает глубокий бас. Об этом уже не только я могу сказать, но и отзывы оставляют после покупки на сайте AliExpress реальные пользователи этой гарнитуры. Такую форму наушников компания Blackview выбрала неспроста, то есть она ничем не отличается от других, а все потому, что они комфортны, при долгом ношении не ощущаешь в ушах, при этом
этом, благодаря вакуумным насадкам, подобрав свою личную, такую по своему размеру, которая подходит для ваших ушек, то вы можете их носить долгое время, при этом не ощущаете какого-то дискомфорта. Вот так вот наушники сидят в ушах. Обычная, типичная форма, но никаких дискомфортов я не ощущаю. Долго можно носить, и скажу, что даже вот изолирует от внешнего шума, потому что это все-таки вакуумные наушники. Звук вы тоже слышите через них. 1, 2, 3, шуршу здесь и здесь. Переносимся в студию. Хочу подметить, что на каждом наушнике, хотя и указано, где левый, а где правый, но вы ими можете пользоваться с любой стороны, даже если вы их перепутали. При этом нету разницы, куда вы их ставите на зарядку. Например, вы правый наушник можете вложить в левую часть кейса, и он продолжает заряжаться. В каждой гарнитуре установлен свой микрофон, поэтому какой бы наушник вы ни достали, если вы его используете один, то всегда вас собеседник будет слышать. Теперь для того, чтобы нам произвести соединение на любом устройстве, хоть это ноутбук, хоть это планшет или же смартфон, мы должны включить Bluetooth, открыть кейс, представим, что я открыл, разницы нет, что они сейчас извлечены или же лежат в кейсе, и у нас найдены AirBuds One. Нажимаем «Подключиться», даем все разрешения и подключаемся. Текущее устройство поддерживает кодек AAC, однако AAC может не воспроизводить звук из-за проблем совместимости. Сейчас смартфон и Bluetooth гарнитура выбрала кодек SBC, но мы можем AAC включить. Включаем. Окей. Теперь мы будем слушать высокого качества звучания музыку. Давайте теперь проведем тесты по синхронизации звука, какое есть отставание или нет, и продемонстрирую управление через сенсорную панель. Проверим, насколько большое отставание. Из того, что я слышу и вижу, то отставание практически незаметно вообще. Это у нас в YouTube. Наушники очень громкие, при этом на максимальной громкости качество звука не ухудшается. И если вы любитель, например, рока или же какой-то электронной музыки, то не бойтесь, искажения нету. Бас отличный, при этом вы можете использовать эквалайзер. Высокие и средние тоже отличные. Сейчас вы можете услышать звучание. К звуку претензий нет, все отлично. Теперь продемонстрирую, как работает сенсорная панель. Одиночное прикосновение во время воспроизведения музыки останавливает либо запускает. Демонстрирую, каждый наушник одинаково срабатывает. Прикоснулся, остановился. Ну а на этом запустим. Нажал, и музыка воспроизводится. Чтобы во время воспроизведения музыкального трека начать его заново проигрывать, делаем по левому наушнику двойной тап. Раз, два. Он начинает играть сначала. Ну а если хотите переключить на предыдущую мелодию, то опять же по левому наушнику делаем двойной тап. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Точно так же по правому наушнику вперед переключаем. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Увеличение громкости по долгому удержанию на сенсорной панели. По правому наушнику увеличивается, по левому уменьшается. Чтобы вызвать голосовой помощник, необходимо трижды тапнуть по сенсорной панели. Раз, два, три. Если мне поступил звонок, то двойным тапом я принимаю вызов. Раз, два. Разницы нет, хоть по левому, хоть по правому наушнику. Точно так же, если я хочу завершить вызов, я делаю двойной тап и вызов завершен. Ну а если я хочу отклонить вызов прямо во время звонка, то нажимаю и 2 секунды держу. Вызов будет отклонен и человек услышит, что занято. Ну а теперь, если вы хотите подключить какой-то наушник к другому гаджету, при этом, чтобы один из них остался настроенным быть к этому, вам необходимо 5 раз тапнуть, и он переходит в режим сопряжения, то есть поиск нового устройства. Сейчас у нас правый наушник является главным. Делаем 5 раз касание. Раз, два, три, четыре, 5. Тапнул по левому 5 раз, а правый наушник начал искать. То есть этот режим сработал на оба наушника. Таким образом мы себя отвязали от устройства и готовы сделать сопряжение с другим устройством. Работать одновременно с двумя устройствами они не могут. То есть, например, подвязанными быть к одному устройству, и я вот уже ранее сопряженный вариант хочу подключиться, мне выдает ошибку. Так же, как я не пытался, я не смог подключить один наушник к одному телефону, а второй к другому. То есть либо-либо и только так. При подключении к любому из гаджетов у нас идет легкая
легкое информирование английским языком женский голос, Connected. Ну и, конечно же, отображается заряд наушников. Ну а теперь давайте проведем тесты телефонного звонка. Как будет вас слышать собеседник? Сейчас вы слышите звук уже с этой Bluetooth гарнитуры 1, 2, 3. Я хочу проверить Blackview AirBuds One. Это тесты микрофона в обычной среде, в помещении. Этот тест показал, что микрофон очень чувствительный. В спокойной обстановке он очень хорошо передает голос собеседника. Ну а теперь давайте проведем тест с имитацией шума города, шума метро и шум поезда. Как обычно, это делаем мы на нашем канале в обзорах о гарнитурах. Итак, вначале запускаем шум поезда. Поехали. Сейчас вы слышите звук уже через этот микрофон. Вот такой вот звук. Мне кажется, даже это очень громко, поэтому я немного, наверное, убавлю. Вот так вот примерно. Обычная имитация. Вот в студии сейчас. А сейчас запись через микрофон. Всем привет. Тестируем вновь уже с помехами, будем так говорить, наушники Blackview AirBuds One. Останавливаем и теперь включаем шум метро. Поехали. Сейчас шум в студии. И вот такой вот шум вы слышите через уже наушники. Метро набирает свои обороты. Мы тестируем наушники и хотим услышать, насколько отчетливо будет среди этих шумов слышен ваш голос. 1, 2, 3, 4, 5. Спокойно разговариваю. Это для того, чтобы понять, есть ли какие-то электронные шумоподавители здесь. Эти тесты и мне, и вам показали, что они хорошо справляются с передачей человеческого голоса даже в суровых условиях, когда много шума. Ну а теперь пришло время провести тест на автономность. Стереорежим, начинаем. Уровень громкости устанавливаем на 80%. Звук очень громкий, я прям слышу на расстоянии 1,5 метров. Итак, проверяем, сколько же они смогут от одного заряда в стереорежиме проработать. 2 часа 20 минут, 50% заряда, продолжаем тесты. 3 часа тестирования, 18-15 уже, уровень заряда 30%. Показатели просто радуют. 4 часа прошло уже, а у них еще 20% заряда. 4 часа 56 минут и правый наушник только что отключился, левый еще на связи и 10%. Финальные уже аккорды вот-вот отключатся, но это очень хорошие показатели. И буквально только что не дотянул без 3 минут до 5 часов левый наушник. Практически 5 часов, то есть смело можно сказать, что на 80% громкости 5 часов они проработали. Если слушать на 50%, то будет еще чуть больше. Ну а теперь начинаем монотест. 9 часов 10 минут, 100% заряда. Левый наушник в руках, запускаю музыку. На данный момент прошло уже 4 часа 30 минут, 10% заряда у левого наушника в монорежиме. Сообщу вам сейчас, сколько же он всего продержался. Только что отключились наушники 5 часов и 15 минут. Для монорежима одного наушника на 80% громкости, причем электронная музыка с басами и, как вы понимаете, такой драйв музыки, то это очень хорошие тесты. Давайте подведем итог. Среди многих ноунеймов появился у компании Blackview собственный вот такой вот подраздел Blackview AirBuds One. Есть еще версия AirBuds 2. Это у нас те же наушники, только в другом кейсе. Сейчас вы их видите на экране. Характеристики этих наушников и форма одинаковая, а вот кейс слегка по внешнему виду изменился. Доступная цена, высокое качество звучания, долгое время работы. Работает с 2 типами кодеков. Широкое управление через сенсорную панель, вызов голосового помощника. Есть индикаторы уведомления о заряде и USB Type-C вход. Несмотря на то, что это детальный обзор, все равно решение за вами. Поэтому ссылку на официальный магазин я оставляю в описании под видео. Ну а с вас лайк за труды. Если еще не наш постоянный зритель, то обязательно подпишитесь. До встречи во вторник, четверг и субботу. Вы на канале Зэграчики. Всем хорошего вечера или хорошего дня. Пока.